Как устроена синхронизация пилота и Евы? Что это за нерв А10 и почему, ответив на эти вопросы, мы узнаем, чем пахнет Евангелион? В буквальном смысле этого слова. Чем воняет, сынок? Это Евангелион. продуха. Без спойлеров мы не обойдемся, поэтому если ты не смотрел сериал, не читал мангу, да, у Евы есть манга, или хотя бы не глянул ребилды, тогда иди смотри чисто для культурного просвещения. Не знаю, поможет тебе это или нет. Кстати, опираться я буду исключительно на сериал 95-го года, используя пару начальных комментариев из манги. Поэтому что там в ребилдах, я понятия не имею. Коротко скажу, YouTube могут забанить, ссылка на телегу, ссылка на группу ВК в описании. Едем дальше. Чтобы понять, что такое синхронизация с Евангелионом и как она работает, сначала нам нужно узнать, откуда эта задумка взялась. Многие думают, что идея всей истории принадлежит режиссеру и сценаристу Хидеаки Анно. И это верно, но отчасти. Евангелион был создан группой сценаристов анимационной студии Gainax. Кто-то занимался дизайном роботов, кто-то разрабатывал персонажей. Короче, работа была грамотно распределена между коллективом, так как проект Евангелион планировали сразу как масштабный медиа-микс. Разрабатывали и сериал, и мангу, и настольные фигурки, и даже всякие косплейные костюмы для захвата как можно большего числа аудитории. Всех сценаристов и дизайнеров я перечислять не буду, нас интересует только один – Йошиюки Садамото, или Йосиюки, кому как удобнее, который по совместительству еще является автором манги Евангелион. Я специально зачитаю отрывок из его интервью. Я смотрел программу НХК «Мозг и сердце» и узнал о существовании нерва А10. У меня появилась идея, и я рассказал о ней Анно. Идея была в том, что мертвая мать находится внутри робота, которым управляют посредством психических связей с ее ребенком. Вдобавок к этому на первых же страницах манги нас встречает предисловие все того же Садамото. Любовь и забота людей. Чувства, связывающие детей и родителей. Именно за эти чувства отвечает в мозге нерв А10. И именно с помощью этого нерва происходит слияние Евангелиона и его пилота. Супероружие, управляемое любовью. Идея простая и банальная, но все-таки такая прекрасная, ведь правда? Интересно, получится ли у меня как следует передать все это? Ну, исходя из этой концепции, люди умные сразу найдут взаимосвязь. Синхронизация нерва А10 напрямую зависит от любви между матерью и ее ребенком, ну или же между возлюбленными. С одной стороны, ответ очевиден. Но как-то это по-тупому звучит, не так ли? Как нерв может отвечать за любовь? Нерв — это просто проводник, а отвечают за какие-либо чувства и эмоции участки нашей центральной нервной системы, куда и приходят все сигналы. Хорошо, сигналы приходят в ЦНС, но откуда они приходят? В этом же мы и разберемся. Затронем немного матчасти. Евангелионы в первую очередь не являются роботами. Это, если можно так выразиться, киборги, то есть робот, совмещающий в себе живую биологическую материю и механизированные элементы внутри функционирующих органов. Четкого объяснения и прямого ответа, каким образом происходит синхронизация этого биоробота и пилота, нет. Есть лишь отдаленные зацепки, из которых мы и постараемся вычленить суть. Сперва нужно понять, чем именно идет синхронизация. С душой матери через тело киборга или же с телом Евангелиона, а душа выполняет лишь роль своеобразной прошивки для контроля. Кому-то могло показаться, что я сказал одно и то же, но нет. Как все мы знаем, во всех Евах находятся души матерей-пилотов, кроме Евы 00, но там другая тема, и об этом я расскажу чуть позже. Это необходимые условия для того, чтобы киборг вообще мог управляться. Йошиюки в другом своем интервью дал еще более развернутый ответ. В среднем мозге есть вентральная сегментная система, которую нейробиологи называют областью А10. Клетки, пропитанные дофамином, обрабатываются определенными эмоциями, например, мысли двух любовников или родителя и ребенка. Это и есть синхронизация потоков А10, которая соединяет пилота и Еву вместе. Они становятся одной сущностью, чтобы сражаться. Другими словами, сила любви управляет этим оружием массового поражения. Вот только то ли перевод интервью неверный, то ли брали это интервью очень давно, и изучена область была мало. Но действительно, система такая в нашем мозгу есть, только называется она вентральная тегментальная область.
сокращенно с английского VTA, а уже в ней присутствуют первичные ядра в группе клеток А10. Если читать между строк, то синхронизация происходит между пилотом и физиологией Евангелиона. Дальше будет сложно, но я зачитаю научную статью о этой самой области VTA. Как указано выше, VTA, в частности дофаминовые нейроны VTA, выполняют несколько функций в системе вознаграждения, мотивации, познания и наркотической зависимости, и могут быть в центре внимания нескольких психических расстройств. Также было показано, что VTA обрабатывает различные типы эмоций, выводимые из миндалины, где он также может играть роль в избегании и формировании страха. Если вы ничего не поняли, я вас понимаю. Мне самому пришлось читать всю статью раза 3. Скоро вам все станет ясно, но прежде чем я зачитаю то, что взорвет ваш мозг, у меня есть что вам рассказать. На самом деле этого выпуска не должно было существовать. Я около недели работал над серией видеоразборов схожести и различий манги и аниме «Евангелион». Впрочем, это уже совсем другая история. Но в первом же эпизоде столкнулся с фундаментально непонятным для меня вопросом. Почему в первом эпизоде сериала «Евангелион», когда на Синдзи падала балка, Ева спасла его своей рукой? Почему Ано осознанно пошел на такой глупый ляп, которого, на секундочку, не было в манге? В манге на Синдзи не падала балка, а Ева не делала никаких бесконтрольных действий, ведь если бы она подняла руку, то сломала бы боковые крепежи, а резкий подъем кисти из воды спровоцировал бы нехилый такой локальный цунами, последствия которого были бы куда хуже, чем рухнувшая балка на пацана. Неужели это алкоголь и депрессия заставили Ано сделать такой ляп? Или же в этом попахивает смыслом? Схема вознаграждения дофамина в мозге человека, речь идет об области А10, включает две проекционные системы. Одна из них — это обонятельный бугорок. Обонятельный бугорок, также известный как туберкулум олфакториум, является центром мультисенсорной обработки, который содержится в обонятельной коре и вентральном полосатом теле и играет роль вознаграждения и познания. Также было показано, что обонятельный бугорок играет роль в локомоторном и внимательном поведении, особенно в отношении социальной и сенсорной реакции, и может быть необходимым для поведенческой гибкости. Бугорок взаимосвязан с многочисленными областями мозга, особенно с сенсорными центрами возбуждения и вознаграждения, что делает его потенциально важным связующим звеном между обработкой сенсорной информации и последующими поведенческими реакциями. Это говорит о том, что Ева учуяла тонкий феромонный запах пацана, а так как физиология киборга полностью повторяет физиологию матери Синдзи, душа которой находится внутри, активизировался запрос на защиту своего ребенка. Именно поэтому у Евангелиона такие огромные ноздри, а вот эта штука – не что иное, как воздухозаборник. И сразу скажу, что Ева не могла понять, кто перед ней через другие органы чувств, так как у Евы нет какого-либо самосознания. Понять и обрабатывать разговор через уши она не может. Это схоже с тем, что я бы все видео записывал на арабском языке. Вы бы ни хрена не поняли, даже если бы я говорил о ваших родственниках. То же самое относится и к обработке визуальной информации. Как минимум, Синдзи вырос. И выглядит он пусть и не сильно, но другим человеком. Поэтому Насяра остается единственным стопроцентным определителем того, кто стоит перед Евой и кого в нее сажают. А о запашке из пилотной капсулы поговорим чуть позже. Давайте рассуждать логически. Если физиология Евангелиона полностью подстроилась под условия души, которая находится в киборге, не говорит ли это о том, что и сама феромонная система и штука, которая отвечает за выделение пота, уж не знаю, как она называется, также полностью копирует физиологические характеристики матери Синдзи? Другими словами, неужели биоробот пахнет так же, как мама? И ответит на этот вопрос Аянами Рэй. Напомню, Рэй является попыткой вернуть мать Синдзи из Евы-01 с помощью ее оставшихся частиц. Другими словами, Рэй – некое подобие клона матери с немного измененным ДНК. То есть, можно сказать, что Рэй на физиологическом уровне является для Синдзи сестрой. Именно поэтому Рэй и Синдзи чувствуют такие резкие и непонятные запахи друг друга, когда меняются евангелионами для тестирования пилотирования внутри капсул. Ты впервые внутри Евы-01. Как ты себя чувствуешь?
Она пахнет икари. Тебе неудобно? Нет. Но мне кажется, что здесь пахнет айенами. Слышь, извращенец. Ебало там похни. А отсюда можно сделать вывод, что капсулы у каждого пилота не эксклюзивны и не подвергаются никаким чистящим процедурам, при том, что они постоянно заполняются LCL жидкостью, и запах из капсулы, скорее всего, напрямую доставляют в ЦНС Евы. Именно поэтому Ева-00 не может принять Синди как пилота. Маленький офф-топ, я считаю, что в Еве-00 находится душа Рэй-1. Это самая распространенная версия. Потому что для души Рэй-1 Синди не является любовником, и у Рэй-1 с ним нет материнской любви. А, как мы все помним, только при определенной эмоциональной связи достигается синхронизация пилота и Евы, а Синди с Рэй-1 даже не был знаком. И только поэтому физиологически Рэй-2 может пилотировать Еву-01 и Еву-00, потому что в Еву-01 с душой мамки Синди сажают, можно сказать, практически дочь, а в Еву-00 сажают ее точную копию. Кстати, именно из-за этого происходят сбои ЦНС в моменты пилотирования Рэй в Еве-00 и сложная настройка синхронизации. В свою очередь, Ева-00 вообще ни в какую не дает пилотировать себя Синди, так как он в буквальном смысле воняет, во-первых, чужаком, а во-вторых, братом. И оставьте свои шутки про инцест где-нибудь в сестре. И отсюда мы можем сделать вывод, что на подсознательном уровне каждый из пилотов чувствует в своем роботе свою мать, улавливая тонкий запах феромонов и тем самым лишь укрепляя синхронизацию. Кстати, вот эти ушки выступают в роли антеннок, помогающих улавливать цепочки нейронов в мозгу, выводя их на поверхность, а жидкость LCL не что иное, как прямой проводник. А если туда еще попадают частички феромонов и пота Евы, то и множитель уровня синхронизации. Подытожим. Я не утверждаю, что синхронизация строится только на запахе и том, как этот запах обрабатывается в нашем мозгу. Я лишь подмечаю, что область А10 в мозге есть, и что связь этой области и внешнего мира идет через нос. И какого-либо иного объяснения в ситуации, как Ева смогла определить в Синди того, кого стоит защищать, у меня нет. Ну, кроме того, что с души матери Синди были скопированы все физиологические характеристики, если можно так выразиться, а уже тело, учуяв запах родного сына, к которому мать, конечно же, испытывает искреннюю любовь, начало бесконтрольно его защищать. А отсюда следует, раз одна физиологическая часть скопирована с души в тело, значит и остальные физиологические особенности, в том числе выделение феромонов и пота, точно так же идентичны материнским. Я всего лишь рассуждаю логически, ну или по крайней мере пытаюсь. Жду в комментариях нейробиологов и диванных ученых, которые смогут доказать мне, где я дегрот и почему мое видео бред. Ну а я не отрицаю, что мог все неправильно понять и найти взаимосвязи там, где их попросту нет. Это всего лишь размышления, наложенные на действительно существующую человеческую физиологию. Подписывайтесь на Telegram, а то вдруг ютубу кирдык, подписывайтесь на группу ВК. Надеюсь, вам понравилось и спасибо, что досмотрели до этой минуты. Увидимся в новых видео.